Здравствуйте, товарищи! Сегодня мы начнем с вами прохождение кампании такой игры, как Spellforce The Order of Dawn. Оригинальная часть этой серии. Но проходить мы будем оригинальным способом. Я не буду вам показывать все подряд, а буду показывать на важные моменты геймплея, как развиваться, каким образом что сделать, какие, может быть, секреты, в том числе и прокачки, или варианты развития героя. Ну и давайте начнем. Сначала нас встречает игровая заставка, которая говорит о том, что в какой-то прекрасный момент мир был разделен на части. Через пару мгновений у нас появляется очередная заставка. Немного странно в самом начале две заставки, но тем не менее они очень хорошие. Нас встречает Роин Тахир, главный благодетель, создает нас так называемый рунном храме героев. Мы вот этот вот воин рун, он объясняет нам что да как, он призвал нас не просто так, чтобы спасти мир, что ты должен найти достойное для тебя оружие. Ну и вот первое твое задание — это дойти в город Тень и подойти к Сартаре. Он уже дал вам подробный инструкцию. Нас предает наш посланник, мы встречаем некого непонятного товарища темного, по пути уничтожая всякую живность. Он нас замораживает и говорит о том, что он готовит какую-то ловушку для Роина и приказывает после этого, заранее отдав специальный ящик для плана вторжения для банды Черного Кулака, это такой наемный отряд из орков, людей и тому подобное, как, куда наступать, какими силами и так далее. Может, там и ресурсы есть, непонятно. И после этого приказывает посланнику убить нас, собственно, убить главного героя. Тот, конечно, удивляется, дескать, не сравнится с воином Рун, который там не просто человек, он еще физически усилен, там магии и тому подобное. Ну, соглашается, выбора у него нет. У него ничего не получается, и мы понимаем, что надо его спасать. Бежим к храму служения людей. Кстати, по прохождению я вам буду показывать различные ящички, где они находятся. Да, может, на первой карте находятся на слишком очевидных местах, но тем не менее, в будущем, я думаю, это будет важный момент. Дальше мы захватываем храм служения. Кроме этого, еще и связующий камень. Быстро начинаем постройку лагеря. Отправляем рабочих на добычу ресурсов, потом обустраиваем базу. И такой момент. Нам нужно построить 5-8 арбалетных башен для защиты базы. И после этого строим максимальное количество воинов. Максимальное количество воинов за короткий промежуток времени, вот, который я пока строил базу, пока была еда на карте, я смог построить не более 20 воинов. Больше мне просто еды не хватило для расширения. Может быть, со временем там еще больше можно будет построить, но больше у меня не получилось. Больше только если вы читы поставите. Так вот, построили башню, поставили воинов за ними во главе с героем и просто отходим от компьютера. И таким образом мы можем где-то на этой карте без проблем прокачаться до 3,5 уровня. Собственно, что я и сделал. А если еще потерпеть подольше, то и вообще до 4 уровня не проблема. То есть на карте за первой уже имеем преимущество в следующей, так как у нас, по идее, один уровень выше, чем заложен прохождение. Это нам будет проще, поможет нам в будущем, делает прохождение более простое, и даже мы сможем некоторые задания раньше выполнить. Ну, если вы этого не хотите делать, то собирайте 20 воинов, но 2 арбалетные башни, тем не менее, вам нужно. Собираете 20 воинов вот этих, героем, уничтожаете карманника, который находится рядом, забирайте у него очки, потому что он нужен будет для выполнения заданий. Нападаете на лагерь гоблинов, только очень большая просьба, не бегите героем вперед, а то вас гоблины маги песка просто уничтожат. Зафокусят и все, если вы первый. У меня такая один раз как-то и было. Героя вперед отправлять в такой ситуации, когда вы еще очень слабый. И вы спросите тут, ну и что уничтожить? Ну и что? Ну вы потеряете часть опыта, а в будущем он вам может пригодиться как-никак. Поначалу его мало забирают, а потом еще больше и больше. И в начале даже, я считаю, где-то 10% от уровня, это тоже много. Ну, побеждаем их. Потом оказывается, что у нас еще отряд орков рядом находится. Громим их базу и продвигаемся вперед. После этого мы находим крестьянина, который говорит, что ой-ой-ой, нужно помочь моей деревне, где стража, ля-ля-ля, тра-ля-ля. В общем, в целом спасаем. Быстро, кстати, заранее надо отправить отряд на место расположения этой деревни, чтобы пока шла заставка, ваши воины бежали к месту сражения вот этой деревни. И таким образом, чтобы вы получили больше опыта в такой интересной моменте. Освобождаете вы деревню, спасаете жителей, вам дают колечко, и вы идете вперед. Пробиваетесь вперед, и не забудьте подняться
наверх, там есть две тропинки, одна идет на запад, другая на восток. На восток отправляйтесь, там вы увидите, что там противник стоит, вот, и еще один ящичек. Уничтожаем противника, получаем опыт, забираем имущество ящика и бежим на восток. Там уже город Тень, мы доходим до этого города, и такой интересный момент. Нужно оставить воинов у входа в город. Почему, поймете дальше. И бежим к Сартаре. К Сартаре мы бегаем, мы говорим, что так и так, что Роин в опасности, что появился еще какой-то маг круга, что такое там и тому подобное. Он говорит, да как это может быть? Надо спасти Роина. В этот момент на город нападают орки. Сартари говорит, видимо, пока ты шел, они тебя выследили. И вот пока идет вот эта заставка, и пока там всякие разглагольства, они ведь нападают уже, а ваши воины уже там. И вместо того, чтобы их порубала какая-то стража, которая вам не подчинена, и чтобы у вас опыт отняла, ваши воины их уничтожают таким образом. Вы по-любому получаете 3-й уровень, даже если вы проходите быстро. Не спеша, то вы 3,5 или 4-й уровень гарантированно на этом уровне получите. Но это, я вам сразу скажу, это надо долго ждать, чтобы его получить. После вы возвращаетесь, говорите с Сартарием, он говорит, что неизвестно, куда отправил Роин, знает, что он отправился в Лианон. Дает нам пропуск на эту территорию. Нам нужно найти Дария, друга Роина. И, кстати, вот такой интересный момент. За каждого убитого вам врага даются, опять же, деньги. Но это зависит, опять же, от того уровня, который они имеют. Поначалу это небольшие средства, а дальше там можно прям золотым миллионером в этой игре, благодаря ожиданию или длительному неспешному развитию. Более того, рядом с Сартари стоит Кейгабан. Что мы делаем? Мы нажимаем на его, он говорит, что у его господина украли очки. И это вот те самые очки, которые мы взяли у карманника. Повторно нажимаем на Габара, отдаем ему очки, он дает нам новый квест, который мы будем выполнять уже в Лианоне и в последующих землях. Что еще? Тут же мы еще берем 2 задания. Это у Дантиста. Он говорит о том, что у него гоблины украли инструменты, и он был в тот момент в Лианоне. То есть это опять же в Лианоне нужно. Потом находим пьяного гнома, который говорит пространной речи и говорит, что ему нужно выпить своего гномского бренди. Но гномского бренди здесь нет, бухло плохое, и он дает нам задание принести ему это бухло. Это задание мы сможем выполнить только на карте Южная гора Ветра. То есть до этого нам еще довольно-таки далеко. Под конец я бы хотел вам показать варианты прокачки на эту игру. Есть много вариантов, их много, но я самый вот такой, скажем так, классический вариант. Это белый маг. Центральное развитие. И где-то тяжелое вооружение качать до 7-6 уровня. При этом тяжелое вооружение нужно еще тяжелые клинки хотя бы до 6 уровня. Это нам понадобится в будущем для клинка земли, который очень хорош, наносит дамаг, имеет прекрасный перк, и даже это целая цепочка заданий будет по этому мечу. Но поверьте, он стоит того, чтобы именно вот закачаться под это умение. Потом, под конец игры, мы найдем такое облачение теней, если я правильно называю. Наверное, одной из самых лучших брони в игре. Для этого нужно любой немагический навык 8. Правда, если у вас хотя бы 7 есть, то по какой-то причине, я не знаю, это, наверное, баг игры, да, он получается вам использовать, даже если хотя бы у вас какой-то немагический навык 7 есть. Так что вот такой вариант. Еще можно заменить белую магию черной магией. Но вам честно скажу, белая магия, она чаще используется в игре и чаще нужна. Лечить отряды, накладывать какие-то ауры, которые заставляют нас быстрее бегать, быстрее сражаться, иметь больше сил, больше урона и тому подобное. Уничтожать нежить, которая в этой игре очень много, так что она лишним не будет. Черная магия имеет свои фишечки, но вы будете тут получать своего героя. Дальше можно через магию стихий и, да, не забывать про тяжелое вооружение. Но магия стихии — это исключительно атакующая магия. Единственное исключение — это различные щиты, ледяной или огненный. И все, больше там защитных заклинаний нету. Также можно чисто пойти либо через тяжелое вооружение, либо чисто через легкое вооружение. Но еще один такой вариант, но он уже уступает всем остальным, в том числе тяжелому или легкому вооружению, это вариант мага разума. Но, честно говоря, что-то там ультимативного особого нету. Там только ударная волна, наверное. Черпание манны, воровство манны, гипноз. Что-то такого прям сильного, опять же, я там чересчур такого, что есть в других школах, я не увидел. Ну и отдельно я вам хотел бы показать город Тень.
Это самый крупный город в этой игре. И я считаю, что для 2003 года это очень большое дело, то, что сделали такой красивый город. Более того, в третьей части этой серии этот город еще больше и действительно соответствует тем масштабам, которые, по идее, имеется в виду, когда говорят об этом городе и то, что это когда-то была столица Великой Империи. Ну, а на этом мы с вами на сегодня заканчиваем. Всем до свидания. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну и до свидания, товарищи.